огромнейший привет, с вами Обустроена и Екатерина. И как я обещала, сегодня мы будем разбираться с основой для светящегося цветочка. Итак, первое, что нам нужно, это вот такие светодиоды. Светодиоды белого свечения диаметром 5 мм на 3 вольта. Их вы берете столько, сколько хотите цветочков, которые будут светиться. У меня 5. Каждому цветочку нужен будет резистор. Резистор на 15 Ом. Все это продается в магазинах или на радиорынках. Вот так это выглядит. Далее нам потребуется разъем под светодиод. Вы же хотите, чтобы когда светодиодик перегорит, у вас была возможность его заменить. То есть мы его будем вставлять и при необходимости извлекать. Я беру вот такие разъемы, и нам их потребуется также 5 штук. Еще нам потребуется паяльник, олово и канифоль для того, чтобы это все спаять. Паяльник оставляем нагреваться. Вот так выглядит канифоль. Вот так выглядит кусочек олова. Вот так выглядит уже немножко подплавившееся олово. Так, теперь берем наш разъем. Белый провод мы называем плюс. Собственно, вы можете сделать как вам удобно. Хотите, красный будет плюс, хотите белый. Я по привычке плюс делаю белым. Вы делайте как вам удобно, главное потом не запутайтесь. То есть между красным и белым, белый будет плюс, красный будет минус. Сверху где-то сантиметра на 2 отрезаем. Теперь нам нужно зачистить кончики проводков. Делать это канцелярским ножом я вам не советую, потому что они очень тоненькие, и вы, скорее всего, просто их отрежете и все испортите. Поэтому ждем, пока нагреется паяльник. Можете подпаять немножко зажигалкой и вот так пальчиками аккуратненько снять обмотку. Теперь все концы, 2 зачищенных и 2 конца резистора, нужно обработать канифолью. Канифоль – это у нас залог того, что у нас хорошо все спаяется. Вот она, канифоль. Берем кончик, опускаем, прижимаем нагретым паяльником. Воняет, конечно, мама дорогая, но окошко откройте. Ух ты! Вот так нужно обработать. Так, один конец. Конец проводка. Второй. И 2 конца резистора. Готово. Теперь все это дело мы будем спаивать. Убираем канифоль, берем олово. Так, наш разъем, резистор сложили вместе. Паяльник, в олово. Много не набирайте. Вот наше место соединения. Все, плотненько, ничего никуда не отрывается. Ко второму концу резистора припаиваем отрезанный кончик провода. По такому же принципу. Приложили в олово.
Припаяли. Проверили. Держится. Теперь нам нужно закрыть вот эту часть провода. Сделать это можно изолентой, сделать это можно клеевым пистолетом, то есть просто вот горячим клеем закрыть от и до. А можно сделать еще быстрее и как бы попривлекательнее. Это у нас термоусадочная трубка. Кто занимается большими цветами, тот непременно о ней слышал. Иногда ее надевают на трубу, она ее плотненько обхватывает, и у вас получается черный стебель или зеленый, желтый. Они бывают разных цветов. Нам нужна самая тоненькая, которая есть в наличии. Она черного цвета. Так, надеваем на кусочек провода. Вот это расстояние нам нужно все закрыть. До края не дотягивайте. Если у вас будет здесь не красный, а, например, черный провод, и вы натянете черную термоусадку, вы забудете, где у вас плюс. Поэтому оставляем кончик белый. Теперь зажигалкой подогреваем, и она плотненько усаживается на наш проводок. Смотрите, что у нас получилось. Вот, аккуратно, никакой изоленты, ничего не торчит, и все надежно закрыто. Таких, напоминаю, нам нужно 5 штук. Теперь нам нужно сделать жесткую ножку, потому что это у нас будет стебелек цветочка. Для этого берем проволоку 2-миллиметровую и на кончике ее согинаем. Теперь наносим горячий клей и приклеиваем к разъему между двумя проводками. И у нас должна получиться вот такая конструкция. Держите, пока не схватится горячий клей. Все, схватился. Теперь берем вот такую трубку. Она называется шланг прозрачный ПВХ. Продается на метраж в строительном магазине. Внутренний диаметр 3 мм. Внутренний диаметр 5 мм. Нам нужен тот, который 3. Отрезаем кусочек от края разъема. И где-то оставляя ножку небольшую, ну, сантиметра 4, вот от края проволочки, которая у нас жесткая. И теперь всю нашу конструкцию продеваем вот в эту трубочку. Натягиваем до самого конца. Только не оторвите ж ничего, аккуратненько. Все. Теперь вот на эту часть, вот на этот стебелечек мы будем собирать сам цветок. Но когда вот эту часть мы обернем тейп-лентой, то мы уже забудем, с какой стороны у нас плюс, а с какой минус. А это очень важно. То есть ту часть, где у нас плюс, беленький проводок, вам нужно как-то пометить. Ну как пометить? Если черное, то, наверное, только лаком для ногтей. Больше вы никак ничем не пометите. На разъеме на самом делаем пометочку и помним, что это у нас плюс. Вот так я пометила плюсик себе. У меня это белый. И вот я поставила красную точечку лаком. Теперь можно собирать цветок. Такие же лепестки, как мы и собирали для того, который не светится, в таком же порядке их и собираем. Сначала мелкие, потом крупные. Вот такой у нас цветочек. Ну что, теперь берем светодиод. У светодиода 2 усика. Тот, который длиннее, это плюс. Тот, который короче, это минус. Если мы сразу вставим наш светодиодик, он будет очень сильно торчать, и это будет некрасиво. Поэтому нам нужно его будет укоротить. Когда будете укорачивать, точно так же плюсик оставляйте чуть-чуть длиннее, а минус короче. Теперь вставляем. Там, где мы помечали лаком, это будет плюс. Там, где не помечали, логично, что минус. Вот внутри наша лампочка.